Привет! Меня зовут Лена. Я на своем канале готовлю полезные сладости без сахара. Сегодня я поделюсь с вами рецептом вкуснейшего торта фламинго. Это нежный ягодный тортик с лаконичным декором, красивым разрезом и прекрасным составом. Его цвет достигается натуральными ингредиентами. Я не использую красителей. Он сладкий, пропитанный как единое целое, а вишневая начинка с ее выраженной кислинкой и с пряностью кардамона вносит изюминку в этот тортик. Смотрите это видео до конца, и вы узнаете все тонкости приготовления, сборки и оформления этого чудесного торта. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Вопросы по ингредиентам и заменам задавайте в комментариях, я постараюсь вам помочь. И спасибо за лайк! Для коржей нам понадобится 120 грамм ягод. Любые ягоды красного цвета, могут быть замороженные или свежие. Пюрируем их блендером. И для однородности перетираем пюре через сито. Получается 80 грамм чистого ягодного пюре. И смешиваем сухие ингредиенты. Нам понадобится 120 грамм муки. У меня это смесь кукурузной и рисовой. На самом деле здесь подойдет любая светлая мука, которая не испортит нам конечный цвет коржей, а значит и цвет всего торта. К рисовой можно добавить и немного овсяной муки или муки из зеленой гречки. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и 10 грамм подсластителя. Перемешиваем сухие ингредиенты. В отдельной чаше смешиваем 3 желтка, 80 грамм нашего ягодного пюре и 50 грамм свекольного сока. Свекольный дает самый яркий цвет, но также можно использовать сок от тех же размороженных ягод, вишни или малины, например. И соединяем полученную массу с сухими ингредиентами. Вот так вот ярко получается. Осталось взбить 3 белка. Как обычно, белки комнатной температуры взбиваем в обезжиренной посуде. В процессе взбивания добавляем 4 грамма сока лимона. Вот до такого состояния необходимо взбить белки. Они неподвижны в чаше, но все еще довольно мягкие. Такие белки уже достаточно стабильны, но еще не очень жесткие и легко вмешиваются в остальное тесто. Вмешиваем их постепенно, добавляя белки порциями к остальному тесту. Перемешиваем аккуратными движениями лопатки снизу вверх. Тесто готово. Распределяем его по противню. К силиконовому или тефлоновому коврику ничего не прилипнет. Распределяем максимально ровно, но не слишком долго. Это тесто хочет поскорее попасть в духовку. Выпекаем при температуре 170 градусов Цельсия 17 минут. Наш корж испекся. Для меня обычно главный показатель готовности то, что корж легко отходит от коврика. Ну и тест зубочисткой, конечно, тоже. Коржи вырезаем с помощью кольца диаметром 16 см. Если вы пересчитаете рецепт на больший диаметр, все равно для этого торта нужно будет выпекать вот такие тонкие коржи, только уже на 2 противнях или в формах. Упаковываем коржи в пищевую пленку и храним в холодильнике. Обрезки тоже сохраняем, они нам понадобятся для обсыпки. Дальше нам понадобится вишня. У меня 250 грамм замороженной вишни. В ней много сока. Этот сок нужно слить и даже максимально отжать через сито. Часть этого сока нам понадобится. Ягод без сока должно получиться 190 грамм. Вишню отправляем в блендер и доводим до состояния пюре. Здесь могут остаться кусочки ягод, это не принципиально. Доводим пюре до кипения в ковшике. И отдельно в стакане смешиваем 20 грамм холодного вишневого сока и 10 грамм кукурузного крахмала до однородности. Отправляем эту смесь в горячее пюре. Тщательно перемешиваем венчиком. И сюда же
Добавляем 6 грамм подсластителя. Сладость регулируйте на свой вкус. По задумке весь торт довольно сладкий, а вишневое пюре я оставила с ощутимой кислинкой. Вместе это очень вкусно. Увариваем нашу начинку до загустения. Вот такая густая начинка даже в горячем состоянии, а при охлаждении она станет еще гуще. И для аромата я добавлю 1 чайную ложку кардамона. Вишня также прекрасно сочетается с корицей, фенхелем или лимонной цедрой. Добавьте пряность на свой вкус. Начинку перекладываем в кондитерский мешок для того, чтобы потом получилось красиво ее выложить на тортик. Крем для этого торта максимально простой. Я смешиваю в чаше 420 грамм мягкого творога и 200 грамм рикотты. Можно брать их в любой пропорции. В этом рецепте мы не отвешиваем ни творог, ни рикотту через сито. Здесь нет необходимости сливать лишнюю жидкость, так как мы не пропитываем коржи. В процессе пропитки торта коржи возьмут на себя жидкость из мягкого творога, и торт станет единым целым. Добавляем сюда 25 грамм подсластителя. Сладость регулируйте на свой вкус. И 1 чайную ложку натурального экстракта ванили. Вот такой крем у нас получился. Он очень мягкий, он не подойдет для прослойки торта толстым слоем крема, не подойдет для покрытия торта, но он отлично подходит именно в этом рецепте. Перекладываем крем в кондитерский мешок. И можно собирать торт. Этот торт собираем обязательно в форме. У меня это кольцо диаметром 16 сантиметров, внутри проложенное ацетатной лентой. Кольцо уже установлено на подложку. Немного крема кладем на подложку, чтобы зафиксировать торт. И выкладываем первый корж. Теперь выкладываем вишневую начинку. Формируем 2 круга. По весу должно уйти половина начинки, это примерно 85 грамм. Оставшуюся площадь заполняем творожным кремом по высоте, равной высоте начинки. Крема уходит 170 грамм на корж. Повторю, эти коржи пропитывать не нужно, если в составе крема есть мягкий творог. Единственное, если вы выбрали крем на основе только рикотты, а в нем жидкости будет меньше, то можно немного пропитать коржи, например, тем же вишневым соком, но не больше 15 грамм пропитки на 1 корж. Если пропитки будет много, то крем будет жидким и начнет вытекать из торта. Продолжаем сборку аналогично. Корж, начинка, крем. И сверху укладываем 3-й корж. Не забывайте каждый корж хорошо прижать, чтобы он основательно состыковался с кремом. И последний корж тоже обязательно покрываем кремом, около 120 грамм, чтобы он тоже был хорошо пропитан. Все граммовки крема и начинки я пропишу для вашего удобства в описании под видео. Укрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник для пропитки как минимум на 12 часов. Кусочки, оставшиеся при вырезании коржей, нам понадобятся для покрытия тортика бархатным розовым слоем. Измельчаем их с помощью блендера. Вот такая яркая крошка получается. Когда наш торт настоялся, хорошо пропитался, достаем его из формы. И покрываем финальным слоем крема. Примерно 120 грамм уйдет на верхушку и не более 70 грамм на бока тортика. Этот крем не держит форму, поэтому сбоку много не наносите, чтобы он не начал сползать. Буквально вот тут пару миллиметров. Это покрытие нам нужно для того, чтобы к нему хорошо приклеилась розовая крошка. Выравниваем верхушку торта и бока. Здесь нет необходимости добиваться идеальной формы, достаточно пройтись пару раз для гладкости. И посыпаем розовой крошкой торт. Я посыпаю серединку довольно обильно. И бока тоже хорошо обсыпаем и прижимаем рукой, чтобы как можно крепче соединились крем и обсыпка.
Удобно это делать над противнем, так как неизбежно что-то будет сыпаться. К этому крему очень хорошо прилипает обсыпка. И обратите внимание, если вы будете украшать тортик по кругу, то этот круг лучше оставить не обсыпанным, чтобы декор хорошо зафиксировался на торте и не съезжал при транспортировке. Выкладываем декор. У меня это просто ягодки черешни. Вот такой нежный ягодный тортик у нас получился. Простой лаконичный декор, натуральные цвета, натуральный состав. Давайте посмотрим, что внутри. Я его режу, а нож просто проваливается. Настолько нежный и пропитанный этот тортик. Посмотрите, какой красивый получается разрез. Весь торт очень даже сладкий, пропитанный, вот как единое целое. А вот эта вишневая начинка с такой выраженной кислинкой и пряностью кардамона вносит изюминку в этот тортик. Если это видео оказалось для вас интересным и полезным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Пока!